Среди всех заболеваний кишечные инфекции занимают второе место после простудных. Сегодня мы поговорим о лямблиозе – кишечной протозойной инфекции, вызываемой у человека паразитом Lamblia intestinalis. Здравствуйте, мои хорошие! Лямблии – микроскопические одноклеточные организмы размером около 18 микрометров, которые относят к подцарству простейших классу жгутиковых. Свое название этот паразит получил в честь чешского медика-анатома Вильяма Душана Ламбля, впервые обнаружившего простейшего в кишечном содержимом детей с диареей в 1959 году. Помимо человека, лямблии способны вызывать заболевания у крыс, мышей, кроликов, собак, кошек и других видов животных. Источником инфекции для человека является человек, выделяющий цисты лямблий и, возможно, некоторые виды животных, с которыми человек часто контактирует – собаки, крупный рогатый скот, свиньи и так далее. Довольно часто вспышки лямблиоза регистрируются в России, странах Прибалтики, Украине, Молдавии, в странах Средней Азии и Закавказья, в США, Швеции, Англии, Средиземноморье, Франции. На территории центральной части России заболеваемость лямблиозом возрастает в весенние месяцы – апрель-май, а также летом. Наименьшее число случаев регистрируется в ноябре-декабре. Лямблии могут существовать в двух формах – вегетативной – трофозоид и в виде спор – цист. В вегетативной форме лямблии подвижны, преимущественно обитают и паразитируют в верхних отделах тонкой кишки человека. Цисты – споровая форма, при которой активная жизнедеятельность паразитов приостанавливается. Она необходима, чтобы длительное время сохранять жизнь лямблиям в неблагоприятных условиях. Вегетативная форма превращается в цисту, когда паразиты попадают в толстый кишечник, откуда выводятся во внешнюю среду. Цисты лямблий сохраняются жизнеспособными во влажном кале в зависимости от температуры от суток до 3 недель, а в чистой воде до 5 недель. В кишечнике мух цисты могут выживать от 30 часов до нескольких суток, в кишечнике тараканов до 8 суток. Длительно они выживают на различных пищевых продуктах, особенно на влажных. При высыхании происходит незамедлительная гибель цист. Именно посредством цист и происходит заражение человека. Это может произойти 3 путями. Водный – при употреблении некипяченой водопроводной воды, либо из природных источников. Пищевой – через немытые либо необработанные термические продукты, в частности фрукты и овощи. Контактно-бытовой – контакт с человеком, либо животным, страдающим от лямблиоза, предметами, на которых были цисты. Для развития болезни достаточно, чтобы в организм попало 10 цист. Попадая в рот, а затем в пищевод, цисты проходят через кислотный барьер желудка, так как их оболочка не разрушается под действием желудочного сока, и проникают в двенадцатиперстную кишку. Размножаются лямблии в местах наибольшего их скопления путем парного деления. Процесс деления занимает 15-20 минут, что способствует интенсивному заселению кишечника простейшими. Лямблии прикрепляются к ворсинкам эпителиальной оболочки слизистой двенадцатиперстной кишки и проксимального отдела тощей кишки. Это излюбленная локализация лямблий. Слабощелочная среда, большое количество питательных веществ, которые перетравливаются ферментами кишечного сока, поджелудочной железы и интенсивное пристеночное пищеварение – наиболее благоприятные условия для развития паразита. На одном месте трофозоиды остаются фиксированными непродолжительное время. Они часто открепляются от ворсинок и снова прикрепляются к ним, но уже в другом месте или переходят в свободное состояние. Лямблии являются паразитами. Они адсорбируют всей поверхностью тела питательные вещества, образующиеся в кишечнике в результате расщепления пищевых продуктов. Вследствие чего перешедшая в хроническую форму инфекция сопровождается значительной потерей массы тела. На 1 квадратном сантиметре слизистой оболочки единовременно может паразитировать более 1 миллиона лямблий, что, естественно, не остается без последствий для организма.
В течение жизни лямблии многократно прикрепляются и открепляются от стенки кишечника, что вызывает травмирование слизистой оболочки, а также воздействует на ее нервные окончания, приводя к развитию холецистита и панкреатита. Лямблии являются причиной частой смены эпителия кишечника с заменой зрелых и функционально полноценных клеток молодыми, функционально незрелыми. Это ухудшает всасывание пищевых веществ, в первую очередь жиров и жирорастворимых витаминов, а также углеводов и белков. Интенсивное размножение возбудителя нарушает моторику кишечника, приводя к диарее. Продукты распада микроорганизмов по завершению жизненного цикла попадают в общий кровоток, что вызывает симптомы интоксикации и аллергических проявлений. Лямблиозная инфекция также нарушает микрофлору человеческого кишечника, активизируя патогенные микроорганизмы. Помимо вышесказанного, также страдает сердечно-сосудистая система, поскольку паразиты влияют на состав крови. Часто возникают дерматологические заболевания. Возрастает риск развития астмы, снижается иммунитет. Больной резко теряет в весе. При попадании лямблии с пищевым комком в толстый кишечник возбудитель обретает форму цисты из-за неблагоприятных условий без питательных веществ и выводится скалом. При попадании лямблии в организм длительность инкубационного периода определяется активностью иммунитета, количеством проникших паразитов и другими эндогенными факторами. Он может продолжаться от 1 до 3 недель. Особенность лямблиоза – наличие большого количества разнообразных симптомов, среди которых наиболее ярким, указывающим на заражение лямблиями, может выступать лишь нарушение работы пищеварительной системы, а именно ощущение тяжести в верхних отделах живота, не связанных с приемом пищи, чаще всего натощак, отрыжка, изжога, диарея до 3-5 раз в сутки водянистым калом без запаха, редко с примесью крови или слизи, вздутие живота, урчание в нижних отделах, присоединение дискинезии желчевыводящих и поджелудочных проток, желтуха периодическая с увеличением печени без нарушения функции, боли в левом подреберье с иррадиацией в спину. Среди других симптомов острой лямблиозной инфекции можно назвать повышение температуры тела до 38 градусов, слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, аллергическая сыпь на разных участках тела, появление гипераллергических реакций на пищевые продукты, лекарственные средства. Проникновение токсинов в системный кровоток сопровождается воспалительным процессом в миокарде, боли в сердце, ощущение перебоев в ритме, щитовидной железе. Часто острая инфекция проходит самостоятельно без специфического лечения в течение 5-7 дней. Однако общие симптомы слабости и утомляемости могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Некоторые люди могут быть носителями лямблий. В таких случаях их состояние здоровья не ухудшается, но для окружающих они являются источником заражения. Особенно опасен лямблиоз для детей, которые чаще всего страдают от этой болезни. Самые характерные симптомы поражения у детей – отставание в физическом и интеллектуальном развитии, поскольку организм не получает нужные микроэлементы и витамины, отсутствие аппетита, быстрое истощение, повышенная температура до 37,5 градусов, которая держится неделями, постоянные поносы либо запоры, скрежетание зубами во сне, тянущие либо режущие боли в области живота, постоянная вялость, пониженный тонус, увеличенные лимфоузлы, удушливый кашель. В случае, если вы заподозрили у себя или близких заражение лямблиями, обратиться нужно к врачу-инфекционисту, который назначит ряд анализов, направленных на выявление заболевания, и в соответствии с полученными результатами составит план лечения. Чтобы получить корректный результат, желательно провести несколько видов анализов, а именно определяются антитела к лямблиям в крови, берутся пробы фекалий и дуоденального содержимого 12-перстной кишки. В случае выявления лямблиоза больного госпитализируют в стационар с целью профилактики дальнейшего распространения инфекции. Лечение лямблиоза включает в себя диету, протистоцидные препараты, патогенетическое и симптоматическое лечение.
Диета заключается в применении поливитаминных препаратов и исключении агрессивных пищевых продуктов – острых, соленых, сладких, кислых, гипераллергенных и газированных. Протистоцидные препараты – это в основном противопаразитарные препараты и некоторые антибиотики, которые назначает только лечащий врач. Патогенетическое лечение направлено на улучшение пристеночного и полостного пищеварения путем назначения бифидум-лактобактериновых, противогрибковых и ферментативных препаратов. Симптоматическая терапия назначается в зависимости от выраженности тех или иных симптомов. Например, при аллергических проявлениях назначают антигистаминные препараты и стабилизаторы тучных клеток. Профилактика лимблиоза подразумевает соблюдение правил личной гигиены, мытье продуктов, употребление чистой питьевой воды. Не лишним также будет отказаться от купания в водоемах, где не предусмотрены пляжи. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!